Я не знаю, кто и где снял это видео, но вот что меня интересует. Здесь побеждает змея или черепаха? Или все проигрывают? Все выигрывают. Что происходит? Первое, о чем я подумал, может, змея просто застряла? Это вообще возможно? В смысле, это же змея, существо, которое должно пролезать буквально везде, идеально чувствовать свое тело и все такое. Но стоило мне поискать, как я обнаружил, что это не уникальный случай. В округе Миддлсекс, штат Массачусетс, случайные прохожие обнаружили американского ужа, застрявшего в раковине улитки. Змея собиралась перекусить, но не рассчитала габариты, когда просунула голову внутрь. Скорее всего, бедный уж так и остался бы в этой раковине, если бы его не вытащили люди. Так что змея, застрявшая в панцире черепахи, вполне имеет право на существование. Она же действительно застряла и никак не может выбраться, хотя дергается изо всех сил. При этом черепаха все еще внутри, она даже шевелит лапами. Черт, змее очень нужно выбраться. Возможно, она собиралась атаковать черепаху, но отверстия в панцире оказались слишком маленькими. Или... Слушайте, а может быть, это сама черепаха схватила змею, а затем затащила ее за собой? Неудивительно, что бедняга так паникует, а черепаха до сих пор жива. У черепах вообще достаточно мощные челюсти. Ими вполне реально удержать змею, особенно если ей тут не рады. Чего надо? Не видишь, тут занято. Окей, наверное, эта змея просто выбрала неправильную тактику. Ей нужно было как-нибудь сдавить черепаху вместе с панцирем. Будь на месте этой змеи какая-нибудь анаконда. Уж она бы наверняка справилась. В смысле, анаконда не может сломать черепаший панцирь. Казалось, что судьба черепахи была предрешена, когда большая змея обвела ее. В конце концов, мало кто может противостоять силе анаконды. Змея делала то же, что и обычно, а то есть пыталась выдавить весь воздух из черепахи, чтобы потом перекусить, но черепаха не сдавалась. В течение нескольких минут она сражалась за свою жизнь, сопротивлялась изо всех сил, а затем на помощь пришел человек. В общем, еще один счастливый конец. Разве что не для анаконды, которая осталась голодной. Ну а что она хотела, когда нападала на черепаху? Сама природа выдала этому животному универсальную защиту от змей. Да и не только от змей, сделанной из кости и покрытой твердыми пластинами. Панцирь мешает многим хищникам добраться до мяса черепахи. Раскусить панцирь невероятно сложно. Особенно, когда ты змея и не готова к таким испытаниям чисто физически, тем более, когда черепаха что кусить в ответ. Да, черепахи в принципе кусаются в целях самозащиты, но грифовая черепаха в этом отношении настоящий берсерк. Во-первых, она в принципе достаточно свирепая, а во-вторых, это хищник, который готов есть любое мясо, включая небольших аллигаторов. С грифовой черепахой нужно обращаться с особой осторожностью и считать потенциально опасной. Этот вид может прокусить рукоять метлы, и сообщалось о редких случаях, когда люди лишались пальцев. Неудивительно, что у взрослых грифовых черепах мало естественных врагов. Кто вообще полезет к такому зверю? Впрочем, если говорить о змеях, то любые черепахи не самые любимые их блюда. И здесь все довольно просто. У змей нет зубов. Даже ядовитые виды не могут проживать то, что собираются съесть, поэтому вынуждены глотать добычу целиком. И да, их рты могут растягиваться так широко, чтобы туда могли поместиться животные в 3 раза больше их головы. Однако у змей проблемы с пищеварением. Панцири черепах не только большие, но и имеют неровные края, а когда змея пытается проглотить черепаху, то рискует повредить внутренние органы. Вот и получается обед с вероятностью внутреннего кровотечения. Так себе позиция в меню. Неудивительно, что змеи очень редко выбирают черепах. Но проблемы с панцирями возникают не только у змей. Я вообще начинаю думать, что это что-то вроде мифриловой кольчуги, только от мира животных. Вот белая акула, тот самый монстр, которого все боятся, попыталась съесть морскую черепаху и задохнулась. Причем сама вероятность задохнуться для белой акулы очень маленькая, но факт остается фактом. Сначала рыбаки заметили хищницу с черепахой в пасти, а на следующий день — мертвую акулу. Стоит ли говорить, что акулы вообще редко едят черепах? Стив подавился черепахой. А все почему? Потому что он прогуливал историю в 5 классе. Погодите, как вообще получилось,
что черепахи получили такую потрясающую броню? Когда это произошло? Что ж, в исследованиях, опубликованных в журнале Current Biology 30 мая 2013 года, предполагается, что панцири черепах, возможно, начали развиваться еще 260 миллионов лет назад. Чертовски давно. Наверняка подумаете вы. Чертовски вовремя, скажу я. Примерно 252 миллиона лет назад на нашей планете произошло массовое пермское вымирание. Самое серьезное в истории. Исчез 81% морских видов, 70% видов наземных позвоночных, а предки черепах выжили. Правда, все даты тут довольно условные. У разных ученых есть разное мнение на этот счет. Но если верить исследованию, которое я упомянул, получается, что черепахи получили свои панцири всего за несколько миллионов лет до массового вымирания. Может, именно благодаря этому они и не попали в число вымерших. Но это всего лишь мое предположение. В любом случае, панцирь — это древний способ защиты, который помогал черепахам на протяжении всей их эволюционной истории. И заодно все это время мешал хищникам их есть. Благодаря найденному куску окаменевших фекалий древней акулы, ученые выяснили, что последней трапезой хищника, жившего 70 миллионов лет назад, была такая же древняя черепаха. По сути, новорожденная акула съела новорожденную черепаху и не смогла справиться. Добыча была слишком крупной, даже позвонки не удалось переварить до конца, и в итоге акула погибла. Но вот, глава 3, 5 раздел, у акул всегда были проблемы с черепахами. Да и не только у акул. Иногда людям попадаются рыбы, которые не могут переварить даже совсем маленьких черепашек. Может быть, конечно, им просто не хватает времени, но факт остается фактом. Вы вполне можете достать из рыбы еще живую черепаху. Вряд ли этот фокус сработал бы с любым другим животным. Погодите, я все время говорю о том, какой панцирь черепахи прочный и как его сложно раскусить или раздавить. Не хватает точных цифр. Итак, панцирь сухопутной черепахи тверже, чем у водной. Они эволюционировали, чтобы иметь более прочные доспехи, потому что они могут убежать в воду, когда грозит опасность. Считается, что панцири сухопутных черепах способны выдерживать вес в 200 раз превышающий их собственный. Короче, даже 450 кило давления может быть недостаточно, чтобы разбить панцирь черепахи. Даже аллигаторы и крокодилы не всегда могут справиться с этим. А ведь нильский крокодил, между прочим, обладает самыми сильными челюстями на планете. Да и остальные знают толк в кусании. Но, зная все эти вещи, само собой задаешься вопросом, если панцири такие крутые и обеспечивают своим владельцам настолько надежную защиту, почему бы вообще всем не отрастить себе панцири? Кажется, это избавило бы животных от проблем с хищниками и массовым вымиранием. Все не так просто, как кажется. Панцирь черепахи совсем не то же самое, что панцирь какого-нибудь краба или раковина улитки. Пресмыкающаяся не может просто так взять и вылезти из него, потому что панцирь — это часть тела. Его образуют ребра вместе с позвонками, видоизмененные особым образом. По словам палеонтолога Тайлера Лайсона, это может быть основной причиной, почему никто больше не отращивает такой панцирь. Ребра млекопитающих и ящериц используются для вентиляции легких. Если вы включите свои ребра в защитную оболочку, тогда вам придется найти новый способ дышать. А это гораздо более затратно, чем спасаться от хищников. Ведь проблемы с дыханием — не единственный минус. Несмотря на то, что панцири остаются очень прочными, это не значит, что черепахи не чувствуют, когда к ним прикасаются. То есть, даже если хищник не может раскусить панцирь, животное внутри все равно ощущает все благодаря нервным окончаниям. Может быть, конечно, это не так больно, как если бы крокодил, например, укусил кого-нибудь за руку, но все равно вряд ли приятно. Добавьте сюда проблемы с маневренностью и гибкостью. Большинство эволюционных антропологов считают, что черепахи прошлого, у которых еще не было жестких панцирей, были намного быстрее современных. Логика тут довольно простая.
Панцирь отлично подходит для защиты от хищников, но ограничивает количество возможных движений. Из-за этого черепаха не может развивать высокую скорость на суше. Кроме того, панцирь увеличивает вес, который черепаха должна носить с собой. Чего уж там, даже современные кожистые черепахи доказывают, что у жестких панцирей есть много минусов. Эти животные могут нырять на глубину более километра. И все благодаря относительно мягкому панцирю, который не соединен со скелетом, гибкостью и прочим эволюционным приспособлением. Другие черепахи не могут опускаться так глубоко без вреда для здоровья. Хотя, знаете что? Все эти минусы панцирей, плюсы панцирей — ерунда. Черепахи писут ртом. Фух, я просто не мог не поделиться этим. Конечно, не все виды делают это. Строго говоря, так поступают только дальневосточные черепахи. Они погружают голову в воду и полощут рот, чтобы вывести из организма мочевину. Основную составляющую мочи животных. То есть они практически выплевывают ее. Только 6% мочевины эти черепахи выводят традиционным способом, остальное уходит через кровоток, так они избегают обезвоживания. Черепахи реально странные, но при этом о них знает каждый, и сложно представить себе мир, в котором черепах нет. А что, если это правда случится? Допустим, хищники научатся раскусывать панцири и съедят всех черепах на планете. И тогда это будет очень вонючая планета. Черепахи — отличные падальщики, которые с удовольствием поедают мертвую рыбу. И если вы знаете, как пахнет протухшая рыба, вы можете себе представить, от какого запаха нас спасают черепахи. Не станет их, и ко многим водоемам будет сложно подойти. Конечно, есть и другие падальщики, но мы действительно рискуем получить мир с отвратительным ароматом. Секундочку. Но в истории полно примеров, когда наша планета пахла просто ужасно. Например, исследователи утверждают, что древние римляне жили в вонючих городах. Представьте себе рынок, где продают рыбу и мясо в жаркий летний день. Холодильники еще не изобрели, продукты быстро портятся. К их запахам примешивается дым от жертвоприношений плюс отсутствие канализации. Да, в это время уже существовала большая клака, часть системы канализации. Но исследования показывают, что она в основном служила для слива воды, которая скапливалась на улицах или заполняла низины после речных паводков. То есть с ее помощью не удаляли, скажем так, человеческие отходы. Да и позже наши города не всегда пахли лучше. Конечно, в основном периоды неприятного запаха были связаны с быстрой урбанизацией и нищетой. Но не только. О чем речь? Вонь от венецианских каналов до сих пор вызывает проблемы.